Такс. Ну вот, значит, наступил у нас следующий денечек. Лежит тут сковородочка, это хорошо. Кричит петушок. Где-то это замечательно. Это горелку я взял, чтобы она типа... Кстати, магазин на месте. Перья тоже. Горелку я взял, вот эту вот мясную. Чтобы она использовалась как грелка, собственно. Это у нас сюда замечательно. Тряпки, тряпки. Ну, давай кофе сюда закинем. Короче, сейчас попробую достать вот этого петуха. А потом надо двигать колонки, дополнять водичкой. Ой, чайничек. Ну и что-то уже придумывать с дальнейшим приключением. Так, петушок наш. Теперь двигаем к колонке. И, кстати, больничка. Очень бы хотелось мне навестить еще и больничку на самом деле. Лекарств у меня никаких нету. И это дело надо поправлять. Кстати, есть еще типа такие усиленные лекарства. Они содержатся в ампулах, и их можно применить только используя шприц. Ну, который, естественно, тоже можно найти в мире. И еще кое-что интересное. Ну, как интересное. Для тех, кто здесь играет, это не интересно, это в порядке вещей. Еще петух. Что? Микроскопы спавнятся. Вот зомбарь. Микроскопы спавнятся тоже исключительно в больницах. Блин. Тут зомбарь, там зомбарь, здесь зомбарь. Я мимо них не пройду. Ёлки. Ну ты чё, застрял еще? Нет, для подобного приключения мне нужно, во-первых, отогреться. Бабка сюда прется. И вот здесь еще кто-то сидел. Да, мне надо отогреться. Мне надо освободить место. Путем поедания еды. Все, и здесь тоже. И поэтому, наверное, буду делать костерчик. Петух так заманчиво кричит. Все-таки, по-моему, что столько вот спавна петухов, это неправильно. Слишком много, хоть признаюсь, что если бы я не нашел сразу двух, то, скорее всего, я бы умер. Бабулька. Ты шо творишь-то? Ты мне тут вообще не нужна. Извини, конечно. Бляха. Так, что тут, что тут? С дверями все в порядке. Топор уже, по-моему, поношенный у меня. И бабка мои палки, походу, заберет себе. Спички, что ли, найти? А то нож-то скоро закончится. Где там петух? Там тоже бабка. Ну ладно, будем думать. Палки пока пришлось оставить. Хрен с ними, срублю новые. А лучше вот перчаточками сломаю. Что-то топор мне жалко. И палок надо побольше. Палок надо побольше. Перчатки вроде более или менее. Так. Петуха сейчас брать точно не буду. Нафиг надо. Мне надо отогреться и отъесться. О, конфорочка. Красиво.
Вот так вот мы это примостим. Что-то она... Или так и надо. Ну ладно, крыс я освежевал. Их я тоже зажарю. По-моему, я тут даже не был. Давай обыщем. Ну и двигаемся все-таки к колонке. Надо наполнять чайник. И еще что я хочу проверить. Это работает ли крафт кулинарии в чайнике. Все-таки он написан в основном. Опа. Охотничьи штаны нетронутые. Работает он. Все-таки, точнее не работает, а описан он на кастрюле. И мне интересно, работает ли с чайником и вообще с другими всякими котелками и прочим. Интересно. Консервочки. Собаченькие. Пришлось мне тут маленько побегать. Ладно, все-таки этот кусок выкину. Пришлось мне побегать. Спалил меня зомбарь. Еще дверь дома оказалась закрытая. Короче, пробежался и нехило. И, кстати говоря, еще один петух. Да, это дисбаланс. Это надо менять. Теперь я на 100% уверен, потому что вот я только добежал до этого, а там, где я был, заспавнился новый. Это неправильно, товарищи. Нельзя так, нельзя. Вот этот гражданин, который меня спалил. Так. А я сразу открою дверку. Вот, слышали? Во-во, вот там вот. Петух заспавнился. И здесь еще один квакает. Неправильно это, дядя Федор. Неправильно. Сейчас палит. Но я хочу максимум выжимать из своих возможностей. Блин. Точнее, из костра. Сюда идет. И хотелось бы мне занять вот этот зеленый домик. Он как раз закрыт. Я в него ткнулся, а нет. Пришлось бежать туда. Так что, наверное, я сначала взломаю тут дверь, а уж потом буду заниматься петухом. Кстати, зомби, если близко находятся, они слышат вот этот звук выбивания. Так что с этим аккуратней. Что тут у нас? Очки. Ну давай пока оденем. Все-таки какое-никакое утепление-то они, наверное, дают. Загорочка. Пойдет. Прям, наверное... Ты что, меня увидел, что ли? Прям сейчас ее и употребим. Ну, раз уж он меня увидел, то, скорее всего, буду я разводить костер. Петух, ладно, пусть живет. Все-таки мясо у меня лежит довольно-таки давно. Оно может испортиться. Будет на самом деле обидненько. А раз тут такой спаун петухов, то, в принципе, надеюсь, без еды я не останусь. По крайней мере, пока топоры живые. Так, вот, как я и говорил, один стейк у меня уже высох, мясо. Он может испортиться, жарить его уже нельзя. Если я его зажарю, он просто сгорит. Его надо варить. Не знаю, можно ли есть на этом проекте сушеное мясо. Заражает оно, не заражает, поэтому лучше не буду рисковать. Медицины у меня нет. Поэтому сейчас максимально быстро жарю курятину. Вот эти вот два кусочка закину. А потом остальное перекидаю. Опять я обжегся курятиной. Только вроде как здоровье побелело и все. По новой. Ну и съел я практически всю курицу.
Там осталось у меня буквально 4 кусочка плюс крысы. Ну и как бы не то, чтобы я прям таки наелся, кстати говоря. Так что насчет дисбаланса еще стоит подумать, конечно. Но все равно как-то, на мой взгляд, многовато. Слишком частый вспаун, мне кажется, что я вот буквально пробежал. Ну не знаю, сколько тут, 200-300 метров. И петух заспавнился уже. Не знаю. Все еще это дело надо тестить. Дисбаланс, не дисбаланс. Вот, кстати. Вот там заспавнился. Ну, не знаю, короче говоря. Мне кажется, слишком большой спаун. Может, я ошибаюсь. Да, больничку пристально охраняют. Хотя вроде охраняют-то не сильно много. Но... один тоже проблема. Я не знаю, как тут работает огнестрел, которого у меня все равно нету. Для этого надо наведаться будет в полицайку. И огнестрел тоже проверить. Я надеюсь, то он хотя бы убивает с одного выстрела в голову. Но я прям очень хочу хотя бы одну комнатку больнички посмотреть. Мало ли что. Ну, больничка пустая. Прям-таки совсем. Сейчас хожу наверх, может там что есть, а вдруг? И валю колонки. Ну шо же. Не нашел я ничего, никакой медицины. Еще одни только эти перчаточки валялись. Ну и все. Надо мне теперь бежать, наполнить мою кастрюльку-чайник. Может быть, тут по дороге загляну в какие-нибудь домики, а вдруг спички. Ну и все. Надо выбегать из Электры. И, наверное, двину я к Черногорску. Есть там пара вкусных местечек, которые бы хотелось залутать. Ну шо, доел я все куски мяса. Ну, кроме сушеного, естественно, даже крыс. Еда у меня даже до целого яблока не поднялась. Чайничек сейчас наберем. Хорошо, колонка работает. Выяснил я, что колонку ремонтировать надо трубным ключом. И то там есть шанс, что не получится. Так. Ну и походу с петухами-то, в принципе, не все так и плохо обстоит. Хоть их и много, но калорий они дают вообще очень мало. Так что, ну, плюс-минус имеет место быть, что их так много. Все-таки народу сейчас на сервере тоже немного. Ну и с этим, да, с этим можно мириться. Это не так уж плохо. Вот как-то так. А я сейчас бы на самом деле наведался в полицайку. Если, конечно, мне дадут туда зайти. И отправляемся в Черногорск. О, человек. Вот это неожиданность. Вот это прям не ожидал, честное слово. Ой-ой. Кажется, мы спалились. Надо прятаться, надо. Куда? Куда-то сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Да господи. Может, кстати, из-за этого человека испавнилось столько петухов. Это вполне вероятно, что чем больше народа на локации, тем больше спавнится всякой живности поблизости. Тогда был неправ.
Тогда все логично. О! Ничего себе. Духовен. Куда, куда? Духовен мне надо. Чё, получается опять на колонку возвращаться? Блин, он столько стамины отнимает на самом деле. Да не так уж и много. Тогда чё, сковороду в минус получается? Так, ты сюда вешаешься, нет? Сковорода, сковорода. Так, ты сюда ставишься. Кости я, наверное, одни не буду ложить. То мало ли вдруг пропадет, реально обидно. О, аптечка. Их, кстати, тоже можно обыскивать, вот такие навесные аптечки. Есть шанс найти медицину. И ничего полезного. Ну и ладно. Наверное, не буду я набирать свой духовен. Пусть в нем вещи будут сухие. На всякий. Тут, походу, пробегал тот человек. Разорвать. Ну и направлюсь я через вокзал уже... Куда? Куда и собирался, собственно. Черногорск. Чё это? Чё это такое? Чё это? Ну-ка взять в руки. Оксиген Рик. Опачки. Вот это я космонавт. Ну, блин, тут сам Бог велел. Как без такого жить-то? Я даже не представляю. Не зря решил наведаться еще разок сюда. Думал топор заменить. А тут вот оно как. Но топор бы я на самом деле тоже заменил. А то они что-то ломаются прям скоренько. Да, походу топоров сегодня не наспавнили. Посмотрю еще вот тут наверху. И двину. Ну, вроде нет. Все пусто. Может, тот человек залутал. Хотя, как он не взял тогда вот этот кислородный рюкзак? Непонятно. Хотя он, может, не заглянул. Не знаю. Ну, ладно. Грубо говоря, 1,5 топора у меня есть. Пока хватит. Кстати, еду я всю доел. Вообще всю. Консервы тоже. И, как вы видите, она у меня даже не целая. Так что, да, опять-таки повторюсь. Спавн петухов полностью оправдан таким количеством. Потому как калории они дают вообще полную хрень. Тут надо 1 миллион петухов съесть, чтобы как-то там отъесться до целого яблока. Так что, когда я сказал, что дисбаланс, нет, я был неправ. Признаю. Теперь вижу гораздо лучше. А вот и бушлат нетронутый. Правда, блин, зря только на свой потратил вот эти вот все швейки, прочее. Обидненько. Ну ладно. Помидорка. Пойдет. Скушаем. Найти бы баллон газовый. Хотя, если я схожу за петухом, в принципе, не грех и остановиться. Там, может, кофейку заварить. Кстати, интересно, заварится ли кофе. Чавнички. Или в духовине, там место побольше. Хотя я духовин водой не наполнил, ну ладно. Самое интересное мне на самом деле, что же даст этот кофейный напиток. Вообще, по логике вещей, он должен восполнять вот эту вот бодрость. Еще перчатки. Возьму, конечно. Бодрость он должен восполнять. Ну и, возможно, там кропалик голода. Все-таки энергосы, они притупляют голод. Хотя калорий на самом деле не дают.
Ну вот, примерно такие ожидания у меня. А как будет на самом деле, посмотрим. Так, дверь открытая. Не значит ли это, что тот человек тут был? А, нет, это значит, что я тут был. И не так давно. Попробуем все равно обыскать. Вдруг что и найдется. Может, плохо посмотрел. Ну, ничего нет. Ладно. Мясо горелое это я выкинул. Я уже и забыл. Вот этого гражданина бы обойти незаметненько. Забрать петуха и валить. Больше мне ничего не надо. Кстати, на этом же месте заспавнился петух, где я когда-то уже ловил. Прям вот один в один. Ну ладно, главное мясо добыли. Может даже и до электры потерпеть, не жарить, не парить. Где у меня кости-то, господи? Ну все, если сейчас не уйду, то хрен меня отпустят этот петухи. Сейчас еще один заспавнится, я опять за ним пойду. Ну их нафиг. Надо двигаться вперед. Движение — это жизнь. Так что пора. Черт, пусто. Ну, кстати, тут на выходе будет дом с колонкой. О, камешек. Вот это я и хотел видеть. Вот это я и хотел узнать. Камни спавнятся. Походу на тропах. Ну и вот, собственно, где они могут спавниться. Только довольно редко. Но, кстати, вот еще один камень. Может, они на путях еще один? Может, они просто на путях не спавнятся, а вот только на таких тропах? О! Сейчас приду. Да, это интересно. Посмотрим еще, как ножи тут делаются. Может, хоть за ножи можно будет минус поставить. Не то, чтобы я прям это хочу, наоборот. У меня прям большие надежды на этот сервер. Но как бы все плюсы и минусы буду озвучивать, но это опять же мое мнение. Пока, честно, минусов я не вижу. Ну вот, конкретно для себя. И еще еда нашлась, это замечательно. Консервы, они не портятся. И неплохо так добавляют калориям. Балаклавка. Высокая. Высокая. Но вот это вот мне нравится определенно больше. У нее есть дырка-рот, через который по логике можно есть, пить и делать все прочее. Взять, может, ее отдать кому? Да ладно. Конечно, я встретил человека, но не факт, что в ближайшие там 2-3 дня встречу еще кого-то. А он может тут... Опа. Берем. Может, тут прибежит, найдет. Все-таки это место такое лутабельное. Порадуется хоть. Мед. Нормально. Мне сегодня везет. Прям-таки. Очень. Нравится. 5 тряпок с банданы. Да ладно. Ничего себе. Вот я не знал. Я думал, только с платья может такое упасть. Или это рандомно. Ну, буду знать. Метла. Метлу бы на самом деле я бы тоже взял. Блин, это палки. Давай пока в руки. Сейчас, может, мясо жарить. Жарить, парить. Варить. Так, погоди, а петух где-то вон там кричит. В садике. Интересное он место выбрал. Вы что, издеваетесь? Меня запутать хотят. Вон он.
Сейчас метелку скину. Кстати, у меня монтировочка уже оставляет желать лучшего. Скоро у меня миличное оружие. Все. А топор тратить не хочется на выбивание там дверок, все такое. Так что даже не знаю. Надо что-то искать. Молотком, что ли, бить? Но я тут вроде собрался базы там строить. Прочие. Поврежден. Ну ладно. Петух, походу, вон там вот у бара. Не пойду. Просто не пойду. Время терять. Я эти калории, которые с петуха получу, также и пробегаю туда-обратно. Так что не надо. Не надо мне такого. Так, вот, значит, у меня чайничек с моим мясом. И в духовин я положил пачку кофе. Тупо потому, что в нем больше жидкости. Сделал я уже розжиг. Ну и разжечь. Посмотрим, что из этого получится. Сделается ли кофе. Зависит ли количество кофе от вот этого вот всего. Посмотрим. Тут вот написано вода. Так. Кофе у меня пропало. И ничего не сделалось. Погоди, не то смотрел. Духовин. Кофе. Кофе сделалось. Охренительно. Работает. У меня теперь целая бадья кофе. Ну, теперь пусть чайничек у меня сварит мяско. И вообще все по красоте. А я пока ножами займусь. Так, значит. Ну да, здесь та же самая ванильная механика. Один нож удаляется, второй остается нетронутый. Получается каменный нож. Ну, кстати, в прошлом выживании на другом сервере такая же механика. Я сказал, что это неправильно, и я так до сих пор считаю, что должен нож исчезать, как я сказал. Но один зритель подсказал очень крутую идею, что не исчезать нож, то есть камень должен второй, а терять хп. И вот это действительно очень круто было бы. Что если бы, например, один нож полностью, так сказать, переформировался в каменный нож, а второй, которым он затачивался, ну, допустим, терял 50% прочности. Вот это было бы правильно. Вот это я поддержал бы. Но никак не то, что остается два нетронутых. Точнее, один нетронутый камень после крафта. На мой взгляд, это неправильно. Ну и все, закинулся я, значит, мясом. Пока я бегу, оно будет меня согревать. Тут началась метель. Пока ничего не ел, ничего не пил, ничего не тестил. Бегу в Черногорск. Да ну нафиг. Кирка. Блин. Вот это я не взять не могу. Не могу я это не взять, потому что это ножи. Куда ложить? Наверное, она на рюкзак не вешается. Вот жалко, что чайник не вешается на место фляги. В принципе, это было бы тоже логично, но не вешается и не вешается. Ладно. А вот противогаз, кстати, на этот пак вешается. И это охрененно. Ну и, соответственно, логично, потому что это пожарная система. Ну и пожарники, соответственно, пожарные. То есть, будем говорить правильно. Носят с собой системы защиты дыхания. Так что, все логично. Что-то побаиваюсь я идти в такую метель. Тем более, вот там граждане ходят по крышам. Они, конечно, вряд ли с нее слезут.
Но то, что они там есть, это уже навевает меня на некоторые нехорошие мысли. Я слишком хорошо залутался, чтобы вот так вот это все просрать. А это что за... Ну его нахер. Нет, спасибо. Прибежал такой. Не-не-не-не-не. Мне такого не надо. Блин. Я, пожалуй, переживу как-нибудь то, что я там не залутал. И тут закрыто. А вот там открыто. Если что, туда спрячусь. Просто в полицаечку хочется заглянуть. Уже у меня места нету. Куски курицы такие горячие, что греют меня в здании аж до желтого. Но дверь открыта. Магазин кто-то разряжал. Это явно не спавн. Еще магазин кто-то разряжал. Кому-то повезло. Ну, естественно, оружия тут никакого нет. Кстати, по-моему, магазин у меня один был, два мне нафиг не надо, сейчас я посмотрю. Да, на ЦР у меня есть, тогда до свидания. И погнали дальше. Что-то мне уже расхотелось, на самом деле. Такую метель бежать. Просто вот так вот. В никуда, можно сказать. Конечно, направлением я не ошибусь. Да и что тут, в принципе, ошибаться? А вот зомбаря пропущу как нефиг делать. Опасно. Наверное, где-то надо сделать перекур. Хотя, в принципе, до Черногорска тут должно быть не так уж далеко. Но там будет маяк по пути. И бар. В баре наверняка зомбари трутся, а вот маяк, скорее всего, чистый. Да и залутать его не помешает. Наверное, так и сделаю. Вот, кстати, зомбарь. Здравствуй. Просто здравствуй. Стамины еще нету, набрал всякого барахла. Хотя бежать особо-то некуда. До бара навряд ли добегу. Вот камни можно ножей наделать, но мне пока вроде не требуется. Я бы лодочки посмотрел. И температурка уже падает. Наверное, я промок. Нет, не промок. Ну, мне кажется, это дело времени. Пока я тут бежал до маяка, метель, ну, почти прекратилась. Уже светлеет. Ну и одежда у меня так и не намокла. Это на самом деле странно. Она должна намокать в такую метель, хотя бы там немножко, но должна. Ну и, на мой взгляд, это тоже упущенницы. Надо это поправлять. Чтобы был совсем хардкор. Хотя, признаюсь, как выживать вот при таком намокании, если будет кепкой. Вопрос сложный. О, шалаш. Удерживаете зачем? Сюда можно повесить оружие. Погоди. Зачем удерживать? А, это типа сломать, что ли, или что? Ну, я ломать его явно не буду. Это чье-то. Человек старался, наверное. Повесить вот можно. И как он не отображается вроде. Ну, ладно, чё. Не знаю, вот. Я кости собирался эти выкидывать. Вот, не знаю, положу ему. Вот тебе тряпочка. Сделаешь ножик.
А дальше уж сам. Ну все, вроде, добрался я до Черногорска. Вот он уже забор порта. Честно скажу, очень страшно было бежать в такую метель. Не дай бог не замечу зомби. Они еще сливаются так. И все. И давай по новой. Ну, вроде добрался. Сейчас я вот... Вот сейчас. Ага, вот там уже ходит. Наверное, в домике этом пережду все-таки метель. Ну и съем там курятину, все такое, чтобы местечко освободить. Вдруг что найду хорошее. Ну и пойду лутать. Надежды у меня на этот городок есть. И неплохие. Такие, как минимум, найти спички. Как максимум найти какое-нибудь оружие. Ну и там разгрузочку, все такое. Красивое, хорошее. Ну вот, вроде как стало яснее. Сейчас следующий день, кстати говоря. И самое время пролутать порт. Также мне хотелось бы зайти на промку. Очень хочется на самом деле найти пилу или какую-нибудь ножовку. Потому что здесь в крафте арбалета используется именно пила. Ну и поэтому мне она нужна. Надеюсь, что-нибудь найдется. Тут военные контейнеры и очень много зомбаков. Вот, кстати, одна меня уже заметила. Так что придется, я думаю, чуть-чуть посидеть. Да, я уж думал, сейчас зайдет ко мне. Ладно, у меня тут как раз мясо остыло. Так что чем заняться я найду. Шот лежит, похоже на котелок. Вообще котелок бы неплохо было бы и взять. Нетронутый, занимает... Ну, хотя место он не экономит. Но я его все-таки возьму. Так, кстати, что у нас тут с духовином? Что из него не пропало, это уже хорошо. В нем же до сих пор кофе вроде как должно было быть. Кофе, да, кофе есть, все в порядке. Кофе мы чуть попозже испытаем, что оно дает. Как раз у меня энергия-то заканчивается. И было бы неплохо на самом деле, если бы кофе-то ее поднимало. Потому что когда удастся поспать, пока мне не очень понятно. Ну ладно, пока двигаемся дальше. Что-то еще лежит интересное. Походная плитка. Так. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что тут можно сделать. Да, на нее можно ставить котелочек. И она занимает целую кучу места. Конечно, штука интересная, но нафига она, когда есть конфорка, которая даже наоборот уменьшает место кастрюли. А это увеличивает. Нет, ну вещь, конечно, да, вещь прикольная, новая. Но положить мне ее некуда. И она не очень-то экономная. Так что нет. О, а вот и газовый баллон. Маленький, правда. Но это же баллон. Так, он у меня не в чайнике. Вот оно. Теперь у меня готовая нагревалка есть. Не знаю, какая тут трата газа идет. Но, вероятнее всего, это выяснять придется довольно скоро. Ну и, кстати, так можно греться, ведь нагретая кастрюля тоже отдает тепло. Так что, как портативная грелка, тоже потянет. Вот я знаю, там дальше есть маленькая военочка. Но мне кажется, что это кассета вроде.
Не, ради кассеты я не буду туда лезть. Да, мне кажется, что пока рановато как-то мне идти на военку, даже на такую маленькую. Без оружия как-то не хочется. Еще перчатки. Ну, а чё бы и не взять. Да, вот как только разживусь оружием каким-нибудь, хоть даже и тем же арбалетом. Хотя мне кажется, что огнестрел у меня появится чуть раньше. Вот тогда и сходим. Хотя к тому времени я, наверное, буду уже... Еще перчатки. Повреждено. Повреждено. Повреждено, повреждено. Что ж у меня все повреждено-то? Ай. Ну как можно их бросить-то? Я даже не знаю. Даже не знаю. Зашить. Низкая, низкая, низкая. Может, как-то так можно понять. Вот жалко, что тут нету детального изучения предмета. Очень жаль. Повреждено. Ну давай, вот так вот, чтобы не было обидно. И пойдем. Да, вот детальное изучение предметов явно не хватает. Это было бы очень кстати. Это гораздо удобнее. Как-то вот так вот находить для себя более выгодную вещь, а не таскать по 10 штук одних и тех же. Потом гадать, какая же из них быстрее развалится. Ну, что есть, то есть. Может быть, добавят. Проект этот богат на нововведения. Так что будем надеяться, что добавят. Угу. Штабеля досок. Надо запомнить. Они мне понадобятся, когда я найду пилу. Надеюсь, они никуда не исчезнут отсюда. Так, ну и надо как-то продвигаться в порт, что ли? Там, по-моему, потише насчет зомбарей. Хотя и здесь особо я никого не вижу. И, пожалуй, что костерчик какой-нибудь организовать. Погреться немножко. Вот еще 3 тряпочки. Кстати, наверное, может, стоит мне сделать веревку. Чего у меня по тряпкам, в принципе, 6. 6. Ну да, вот эти вот, они же, да, они влажные. Вот их на веревку и потрачу. О! А это что такое? Дед Мороз. Взять в руки. Даже и не посмотреть его целиком. Ну и нафига он мне? Можно поставить у себя дома. Понятно. Ну, такой Дед Мороз мне явно не нужен. Знаю, поставлю его на улице, пойду. Хотя вещь, наверное, дорогая, возможно. Вот сейчас, вот здесь вот я его поставлю. Вот так вот. Вот пусть стоит. А мне не надо. Кстати говоря, здесь, ну вот в данный момент на основных городах есть новогодние елочки. Под ними должны быть подарки. Хотелось бы какой-нибудь подарочек и мне найти. Вдруг да и чё хорошее попадется. Дед Мороз остался. А я все еще мерзну. Ну и пойду вот этот вот основной порт лутать. И, наверное, в конце порта буду делать костер. Ломать там камешки. Кстати, узнал я крафт точильного камня. Он тут делается чуть подороже, чем обычно. О, приклад. Наверное, не надо. А именно он делается из 2 больших камней. Ну и, наверное, правильно, что ли.
вещь довольно-таки необходимая, поэтому надо эту вещь делать дороже, чем какой-нибудь там каменный нож, который, ну, грубо говоря, на 2-3 раза. Так, гермомешочек. Куда-нибудь я его могу? Могу. Это он на что? На место фляги. Шикарно, еще место добавилось. Наверное, сюда так. И вот этот вот склад перчаток тоже отправлю сюда. Котелочек там, вот это вот все. Пусть у меня тут лежит. Конечно, не отображается, ну да ладно. Но вешается. И это круто. Так, что там у нас? Метла, по-моему, лежит. Куда-нибудь я ее смогу запихать? Ну, по-моему, да. Могу там сразу разобрать, запихать, чтобы мне не рубить дров. А вот уже готовые. Так. Там я вроде был, но вот тут чуть-чуть осталось подлутать. И можно бежать делать костер. На кранах, конечно, еще может быть спаун лута. Но, честно говоря, туда лезть такое себе удовольствие, особенно на самый верх. Как-нибудь уж в следующий раз. Зомбак. Вот это да. Вот это поворот.